Приветствуем вас на канале Раиса Кириченко, дача, сад, огород, цветы. Желаю вам здравия, мира и посылаем вам свет божественной любви. И рассмотрим сегодня очень интересную тему. Я отвечу на вопросы по поводу сладкого перца. Давайте посмотрите, я вам хочу показать, что и как мы делали. У нас идет эксперимент. Вот 12 апреля были вот в таблеточке посеяна была семечка, и я уже, видите, пересадила ее. Видите, здесь. Я пересадила это растение. Кстати, видно, там уже и корешочки. Надо сразу подсыпать. Вот насколько это видно. Видите, беленькие. Дальше возвращаю. Самое главное, что не перелито, не вытянулось растение. Вот 12 января, благодаря тому, что в таблеточке, без сильных поливов, аккуратненько, вот, выносим в теплицу вот это растение. Кстати, вот это растение экспериментальное тоже 12-го было посеяно, но сразу в наш почвогрунт, практически чуть-чуть только было кокосового субстрата, это вот наш грунт. А потом вот мы подсыпали. И тоже вовремя подсыпали, потому что семена были вот так где-то посеяны на этом уровне, ниже даже половины. Ну вот развивается очень медленно, и это хорошо, потому что без особых поливов растения не гонятся вверх. Теперь смотрите, это у нас посевы 7 февраля. Это у нас перчик. Здесь у нас перец Барби, красненький, очень красивый. И есть посеянный вот это перец полет. Вот, сейчас еще жду посылочку. Еще будут желтые перчики. Буду сеять 7 марта. Снова же 7, это такая хорошая цифра. Вот смотрите, мы посеяли 7 и 7 февраля. И в чем прелесть вот этого посева? В том, что мы снова же таблеточки используем. И между таблеточками засыпаем вот эту земелечку. Земелька – это почвогрунт, приготовленный у нас часть садовой земли, часть дерновой, и вот это получается 60% и 40% кокосового субстрата. Мы его проверяем, покупаем. Если что-то не так, но у нас не соленый, он сладкий получается, и прекрасно растение себя чувствует. Смотрите, что произошло. Полив был через 10 дней. Мы все одинаково всю рассаду вот таким образом поливаем. Таблеточка, она набирается влаги, и этой влаги достаточно на весь период. До момента вот полива, 10 дней прошло, мы полили. Не сами растения, а вокруг полили, между вот этими таблеточками. И посмотрите, между таблеточками, получается между растениями, до 7 сантиметров, 5-7 сантиметров. Здесь 5, а здесь еще больше. А у нас одна семечка не взошла. Вот. И здесь она очень тяжело идет. Но я думаю, что еще немножечко мы попробуем снять эту семечку, кожуру с самого росточка. И получается, что здесь нет загущенности. Мы не заливаем. Один полив 7 февраля. Сегодня у нас снимаем видео 22 февраля 2022 года. Вот начинают только выпускать настоящие листики. И здесь травка даже вырастает, мы ее убираем. И вот этот полив, сейчас у нас будет одно важное мероприятие. Вот одного полива предостаточно, и мы можем сохранить эту влагу для корней, чтобы растения хорошо развивались с помощью подсыпки. Сейчас мы будем подсыпать. Но я хочу вам еще показать несколько растений. Вот эти растения у нас, смотрите, тоже посеяны 7-го. Это перец полет. Но вот в горшочках отдельно посеяны. Мы хотим тоже увидеть разницу между этими растениями и этими растениями. И сейчас у нас вот такая, здесь полив был сильный. Здесь растение очень сложно всходило. Я вообще-то не думала, что оно даже взойдет. Ну вот полили, и оно пошло в рост. А здесь, смотрите, нету залива такого. Эти растения, кстати, еще не поливались. Это сегодня я буду делать. Сейчас покажу, как полью и то, что буду делать дальше. Вот смотрите, что мы можем сделать. Для этих растений сейчас мы сделаем отдельно. Вот сухая земля. И вот оно, видите, растение не вытягивается. Вот сухо. Но там еще влага есть внутри. Это не страшно. Самое главное, что когда... Вот нужно понять, что если сильно часто поливать,
то получается, что растение вытягивается вверх, а корневая система не формируется. Наша задача, чтобы корневая система сформировалась. Вот, смотрите, даже очень интересно. Один корешочек уже влагу ищет. Видите, здесь влага есть. Вот я попробую вот так показать. Вот, влага есть, и корешочек тянется, и развивается хорошо корневая система. Это самое главное. Что я теперь делаю? Я теперь поливаю. Значит, вода должна быть теплая. И здесь вот этот горшочек имеет объем 300 миллилитров. И сейчас буквально сюда по 50-70 миллилитров, я уже знаю сколько, примерно так вот, полила. Один раз полив. Вот главное, смотрите, 22-й скорпион. Важно еще правильно полить. Можно часто поливать каждый день или через день. И у вас не промочится вся земля внизу. Поэтому есть правило 3 поливов. У нас видео есть, делаю сносочку. Поэтому вот вошла водичка, еще буквально по чуть-чуть. Здесь немного. Здесь я не поливаю, здесь уже был такой полив. Пока у нас эти растения принимают воду, я хочу вам показать, что я делаю с этими растениями. Мы их полили через 10 дней. Смотрите, земля влажная. Вот. Кто-то скажет, о, надо срочно поливать. Нет, ни в коем случае срочно не надо поливать. Что я хочу сейчас добиться? Доставать не буду. И, кстати, вот эти таблеточки не достаю. Когда я буду их пересаживать, я эти таблеточки достану, обработаю их снова же растворчиком. Что у меня там будет? А чаще всего это триходермин, я его использую. Обработала и далее использую для других растений. Не выбрасываю ничего. Теперь влага есть. Беру подготовленный точно такой же почвогрунт. Видите, здесь и садовая земля, и дерновая. Немножечко вот повезло. Чуть-чуть мы собрали. Вот так вот. И что я добиваюсь сейчас? Когда я подсыпаю, вот как в этом растении, смотрите, там я вам показывала, корешочек появляется. Вот когда они малыши, и подсыпаешь, там образуются корни. Но когда они уже взрослые, и вы будете садить, высаживать, вот смотрите, я даже немножечко их подсыпаю больше, вот там будут образовываться сейчас корешки. Но когда уже взрослое растение, то не образуются корешки, там начинает загнивать вот та часть стволика, она сгниет. Вот я сейчас все это малышам нашим, да, сыплю, мои хорошие, да. Вот. Что я этим делаю? Я все стараюсь объяснить, так как у нас очень много новичков, что я этим сделала. Вот смотрите. Во-первых, мы под растение подсыпали земельку. Во-вторых, вот эта земелька с кокосовым субстратом не дает возможности подсыхать нижним слоям. Корни используют то, что там есть. А с этим мы будем разбираться отдельно. Мы возьмем пинцет, капнем водичку и отдельно это сделаем. Я покажу, как это отдельно делать. Вот, смотрите, у них есть теперь возможность подсыпаны. Вот здесь я смотрю, водичка уже отсюда вышла. Вот, и тяжелый горшочек больше не надо поливать. Поэтому здесь я тоже делаю такую штуку. Подсыпка называется. Снова же сейчас надо подсыпать. Вот все эти растения надо сейчас подсыпать. Но подсыпаю не под самый верх, оставляю место для полива, для водички. Вот смотрите. Вот сейчас вот эта подсыпочка очень хорошо для растений будет. Вот. Вот проблема у всех, и я тоже, кстати, этим страдала раньше. Поливаем часто, думаем, они маленькие, а потом как высаживать, там один корешочек, парочка в стороне, и все, и больше там ничего нет. Вот так, мой хороший. Вот. А сейчас я спокойно знаю, что мои растения, так, здесь у нас остается, мои растения развивают корневую систему, потому что корневая система – это основа нашего питания растений. Если потом высадим и будет слабенькая корневая система, то результата будет, конечно, будет урожай, но это будет урожай очень маленький. И потом меня еще попросили объяснить, почему я не высаживаю сразу в большой горшок, и пусть они в большом горшке растут, и высадить сразу же в открытый грунт.
Вот это сейчас задача. Длинная будет весна. Да, кажется, что уже тепло, но длинная весна, и растения нужно постоянно перевалкой заниматься, переваливать чуть больше. Почему? Потому что вот всегда растения имеют такую особенность, особенно наши посленовые растения, вот мы рассаду их выращиваем, помидоры, перцы, баклажаны. Ну, перцы, баклажаны чуть медленнее это делают. В первую очередь растения имеет задачу всю территорию, все пространство, где оно будет питаться, образовать здесь корневую систему. Доходит до конца, все полностью оплело растение корешочками и стоит, ждет. И тоже не спешим поливать. Далее что делаем? А далее уже видим, когда растение полностью сформировало корневую систему, здесь видно внизу, что корень везде уперся, здесь плотная земля уже получается. Тогда я беру следующий горшочек чуть-чуть больше. И вот таким образом я удерживаю больше, чем вот агрономы говорят, там, допустим, рассада должна 60 дней быть. У меня получается чуть больше. И получается за это время, до момента высадки уже можно и литр, и 2 литра, вот как получится. И я высаживаю растение, оно сразу же мощная корневая система, дальше развивается, и не поливаем, потому что у нас почва влажная, и растения очень быстро развивают корневую систему, и мы получаем хороший урожай, потому что растения здоровые. Есть откуда питаться. Вот поэтому мы не высаживаем, делали это раньше, а сейчас мы высаживаем сначала в таблеточки или в горшочки. Ну вот что у кого есть. Должна быть маленькая емкость, а затем пересаживаем в большие. Ну а то, что мы посадили в разные вот емкости и в разную почву, это у нас идет испытательное, и ничего страшного в этом нет. Мы получим ранний урожай, очень ранний урожай, ну и наблюдаем за тем, как сейчас вот эти зимние месяцы идет вегетация растений. Что для этого надо? Записываем, смотрим, анализируем, потому что все сейчас меняется. И то, что мы сейчас даем в наших агрогороскопах, в следующем году может быть совсем по-другому, но это все впереди. Пока же мы воспринимаем новые энергии, выращиваем нашу рассаду, наблюдаем, изучаем, что происходит. Потому что расположение планет, у нас Уран еще будет несколько лет в Тельце, а это значит полностью технологии заставит нас менять. Наши отношения к растениям, к Земле, все это полностью будет меняться, и будут меняться вот эти ритмы, солнечные ритмы станут во главе вот этих всех процессов, которые называются выращивание растений, любых растений. Ну вот я, по-моему, уже ответила на все ваши вопросы, показала наш перчик, который у нас вот растет в разных условиях, в разное время посеяны. И сейчас сразу же хочу сказать еще, обратиться, 7 марта самый лучший будет день в марте, когда можно будет снова посеять. Это снова же будет Телец и растущая луна. Телец сейчас немедленный знак, я вам все время говорю, что меняется все. Поэтому готовьте заранее, и ваши посевы, которые будут сделаны в марте, они будут даже лучше, чем февральские, вот конец месяца. Убывающая луна, дальше черная луна. Зачем вам это надо? Лишь время тратить, семена, деньги и свою энергию. Поэтому готовимся к благоприятным дням и готовим к этому все, чтобы посеять вовремя и получить затем здоровые растения, здоровую рассаду, здоровые, хорошие растения, на которых будет прекрасный, добротный урожай. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы ответили на ваши вопросы. Желаем вам еще раз божественного света любви в ваши сердца. Всего самого доброго и до новых встреч на нашем канале.